Для нейтрализации российских дронов использовалась итальянская авиация. Разберемся, какая именно, а также посмотрим, что говорят итальянские политики. Выражают ли они острую обеспокоенность или есть какая-либо конкретика. Италия опять раздает деньги на переезд. До 100 тысяч евро за переезд в Тренто, один из самых богатых регионов страны. Пакуем чемоданы или сначала разбираемся в нюансах. Итальянец умер в отделении скорой, не дождавшись кардиолога. Это халатность или крах медицинской системы. Сын очень известной итальянской еврейки, пережившей Освенцум, поддержал Израиль. Разберемся, как именно. Италия для миллионеров. Шок на Сицилии. И многое другое в нашем свежем выпуске новостей Италии за прошедшую неделю. Собрали многое, будет интересно. Мы начинаем. Давайте посмотрим на реакцию Италии через призму высказываний итальянских политиков об инциденте. Напомню, что в ночь с 9 на 10 сентября обернулась для Польши тревогой. Зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками. Все летательные аппараты были нейтрализованы. Свою позицию по вопросу жестко обозначила и Италия. Что конкретно говорили итальянские политики и военные эксперты? Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя ночное вторжение около 20 российских дронов на территорию Польши, заявила от имени итальянского правительства полную солидарность с Польшей в связи с этим серьезным и недопустимым нарушением ее воздушного пространства и пространства всего Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что Италия будет и дальше работать над обеспечением европейской безопасности, начиная с безопасности Украины, а также над достижением справедливого и прочного мира. Министр иностранных дел Антонио Таяни решительно осудил нарушение польской территории российскими дронами, назвав это крайне серьезным и недопустимым фактом, предоставляющим угрозу безопасности всего евроатлантического пространства. Он подчеркнул, что Европа должна реагировать твердо и единодушно на подобные провокации, а также обеспечивать безопасность Украины ради достижения мира. При этом никакие решения не будут приниматься без участия Киева. Таяни отдельно отметил, что вопрос об отправке итальянских военных в Украину не стоит на повестке дня. Подобная возможность может рассматриваться лишь после прекращения боевых действий и исключительно для целей мониторинга. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства, подтвердил участие итальянского разведывательного самолета, о котором наша следующая новость, в коллективной ответной операции НАТО в ту ночь. Он подчеркнул, что итальянские самолеты являются частью альянса и готовы защищать союзников так же, как Италия ожидает поддержки в случае угрозы своей безопасности. Крозетто особенно отметил, что НАТО либо едина, либо ее нет вовсе, напомнив, что указанный самолет регулярно вылетает на дежурство над восточным флангом Альянса. Президент Итальянской республики Серджо Маттарелла, находясь с визитом в Словении, выразил обеспокоенность текущей ситуацией. Он отметил, что тревогу вызывают хрупкие положения, при котором даже непреднамеренные действия могут привести к неконтролируемой вспышке насилия. Маттарелла напомнил о событиях 1914 года и начале Первой мировой войны, подчеркнув, что необдуманное поведение влечет за собой тяжелые последствия, даже если они не были сознательно запланированы. Но были и голоса, призывающие к осторожности. Генерал Леонардо Трикарико, бывший глава штаба ВВС и военный комментатор, заявил: «Слишком много войн начинались с инцидента, именно поэтому нужно сохранять спокойствие и не допускать разжигающих высказываний». Он добавил: «Эпизод серьезный, но пока картина не ясна. Не стоит спешить с выводами и догадками». Таким образом, Италия выступила единым фронтом в поддержке Польши и НАТО, но военные эксперты напоминают, именно чрезмерная спешка и резкие слова могут превратить инцидент в новую эскалацию. Мы работаем только легально и прозрачно, без историй про фиктивные браки или запрос убежища. У нас большой опыт в оформлении и продлении ВНЖ для предпринимателей, инвесторов, фрилансеров, а также для состоятельных лиц по программе «Резиденция Летива». Все услуги под ключ. От виз, включая семейные, до бытовых вопросов и интеграции на месте, включая открытие банковских счетов, получение медицинских и других внутренних документов Италии. Для бесплатной консультации переходите по контактам в описании. Также вы можете получить личную платную консультацию
консультацию по любым вопросам получения или продления вида на жительство, включая ускорение выдачи ВНЖ, продление или конвертации статуса временной защиты, недвижимости, гражданства и бизнеса в Италии. Консультацию можно получить как лично у нас в офисе, так и онлайн. Недавнее нарушение, о котором мы говорили в предыдущей новости воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, закончилось их нейтрализацией. И тут неожиданно засветилась Италия. Да-да, не только варшавские ПВО старались. В небе работал итальянский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Gulfstream G550KEU. Эта машина не просто переделанный бизнес-джет, а настоящий летающий штаб. Он видит малозаметные цели на расстоянии до 400 километров, передает данные в реальном времени и координирует истребители и системы ПВО. И в ту ночь именно итальянский экипаж помог навести союзников на российские дроны. Ирония ситуации. Москва объяснила все по классике. Ой, у нас случайно улетело в вашу сторону. Только вот случайно залетевший беспилотник почему-то сбили с помощью высокотехнологичного комплекса НАТО. Совпадение? Конечно. Присутствие итальянцев в Балтике не для красоты. Помимо G550 у них там F-35 пятого поколения и системы ПВО САМП-Т. На секундочку, у Италии больше F-35, чем у Израиля, так что это уже не просто союзник для галочки, а одна из ключевых технологических сил Европы. Я, кстати, искренне не понимаю, почему россияне, даже украинцы, так недооценивают армию ЕС. Вот наверняка тут в комментариях будет что-то про то, как в Украине сбивают, а вот эти не могут справиться с 19 дронами. Но я догадываюсь, ответ простой. Об армии ЕС мало информации, тем более отдельно об итальянской. Я, кстати, рассказывал о ней в отдельном видео. Думаю, будет интересно узнать об армии Италии больше. Ссылка будет в подсказках. Тем временем история с Польшей ясно показывает. В современной войне выигрывает не тот, у кого больше железа, а тот, у кого лучше информация и быстрее реакция. И пока граждане спали, в воздухе шла тихая, но реальная война. А вы как думаете, беспилотники случайно улетели, учитывая средневековые технологии? Я этого, кстати, не исключаю. Или это все же проверка НАТО на прочность со стороны России? В Трентино решили продлить программу субсидий на восстановление старой сельской недвижимости. Теперь заявки можно подать с 14 ноября по 31 декабря 2025 года. Смысл простой. У тебя есть домик в маленькой коммуне, чини его, живи сам или сдавай по нормальной цене минимум на 10 лет. За это провинция готова покрыть часть расходов до 40% в исторических деревнях и до 35% в остальных. Плюс бонус до 20 тысяч евро при покупке развалин под восстановление. В сумме можно получить до 100 тысяч евро. Идея в том, чтобы оживить умирающие деревни и не дать им превратиться в музейные декорации. Кстати, в список попал Вермильо, тот самый, что засветился в фильме «Мауре дель Пьеро», номинированном на Оскар. Не туристическая открытка, а реальная жизнь. Первый этап весной показал интерес почти 300 заявок, в основном от местных. Так что спрос есть. Остается вопрос, кто реально готов поменять городскую суету на горный быт? Что думаете вы? Поехали бы жить в такие места, если бы давали деньги? Все подробности вы можете найти на сайте www.provincia.tn.it. 52-летний Данило Пеллегрино пришел в скорую помощь больнице Франческо Феррари с острой болью в груди, классический сигнал инфаркта. Его осмотрели, сделали первичные тесты и велели ждать. Кардиолог был занят в операционной и не мог прийти. Час ожидания, ухудшение состояния, просьбы о помощи и смерть прямо в приемной. Реанимация не спасла. Родные в шоке и требуют справедливости. Прокуратура Леччи уже начала расследование. Можно ли было спасти жизнь, если бы помощь оказали вовремя? Ведь при инфаркте решают минуты, а не часы. Эта история не только про конкретных врачей, она обнажает кризис системы здравоохранения, особенно на юге Италии. Нехватка персонала, перегруженные больницы, организационный хаос. И вопросы звучат жестко. Где резервный кардиолог? Почему боли в груди не стали сигналом к немедленному вмешательству? И почему такие случаи становятся все чаще? Это трагедия одной семьи, но и тревожный знак для всей системы. Конечно, такое могло произойти где угодно, но случилось, как обычно, на юге Италии. Да, и не забывайте поддержать канал лайком, комментарием или подпиской, а лучше всем сразу. Особенно подписка во время или после просмотра видео помогает алгоритмам YouTube продвигать наши видео. Если вы особенно цените нашу работу, можете стать спонсором канала. Для спонсоров доступны, например, закрытые видео только для спонсоров или ранний выход роликов. Смотрите первыми.
Альберто Белли Пачи, сын сенатора Лилианы Сегре, выжившей в Освенциуме, символ памяти о Холокосте, выступил с громким заявлением о войне на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, его позиция не в поддержку Нетаньяху и не в оправдание жестокости, а в защите права Израиля на существование. «Я убежденно на стороне Израиля не потому, что он сильнее, а потому, что он прав», заявил Белли Пачи. По его словам, многие, кто сегодня критикует Израиль, забывают историю с самого момента провозглашения государства в 1948 году. На него напали 6 арабских армий, и с тех пор Израиль вынужден воевать за свое выживание. Белли Пачи напомнил, что Израиль в 2005 году вывел войска из Газы, оставив там инфраструктуру и хозяйства, которые в высокоре были разрушены Хамасом. Хамас не интересует мир. Их цель – убивать израильтян, а палестинцев использовать как живой щит, сказал он. Отвечая на обвинения в незаконной оккупации, он отметил: Израиль возвращал земли тем, кто выбирал мир, как это было с Египтом. А слова Голды Меир «мир наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей больше, чем ненавидеть нас», он назвал горькими, но точным отражением реальности. Тут я с ним, конечно, не могу не согласиться по поводу слов и по поводу действия Нетаньяху, что оправдать их весьма сложно. Однако важность речи Белли Пачи в том, что это не слова политика или военного, а личная позиция сына женщины, которая пережила Холокост и до сих пор носит на руке номер из Освенциума. Его вывод прост. Быть за мир значит быть против насилия, но и честно признавать, кто на самом деле готов к миру, а кто его отвергает. А пока известные представители еврейского народа Италии поддерживают Израиль, в Милане происходит совсем другое. Об этом наша следующая новость. В Милане разгорелся международный скандал. Израильская туристка Яэль Меходар, которая передвигается в инвалидной коляске, обратилась за услугами компании Accessible Italian Holiday, специализирующейся на транспорте для людей с ограниченной мобильностью. Но вместо машины получила письмо с отказом. Причина в ее израильском гражданстве. Компания заявила, что это политический жест против действий Израиля в Газе и не имеет личного характера. Звучит благородно, правда? Только вот на деле в заложниках оказалась не политика, а конкретный человек с инвалидностью, решивший просто съездить в отпуск в Италию. История моментально разлетелась по международным СМИ и соцсетям. Кто-то осуждает компанию за дискриминацию и нарушение принципов инклюзии, другие называют это оправданным бойкотом. Тем временем юристы уже обсуждают, не попадает ли такой отказ под статьи о дискриминации по признаку национальности и инвалидности. Яэль, к счастью, смогла найти другое такси и не дала испортить себе поездку, но ее слова звучат жестко. Барьером стала не коляска, а паспорт. МИД Израиля готовит официальный запрос, а в Италии пока предпочитают отмалчиваться. Италия стремительно теряет население. За 10 лет минус 2 миллиона человек. Но при этом стариков все больше. Число людей старше 85 лет выросло на треть, а столетних теперь более 23 тысяч. Для сравнения, в 2004 году их было всего 7 тысяч, а вот младенцев стало на четверть меньше. В сухом остатке на 3 новых долгожителей приходится 1 новорожденный. С одной стороны, медицина и гигиена сделали чудо. Шанс дожить до 65 лет сегодня имеет 9 из 10 итальянцев. С другой стороны, что это за жизнь? В среднем здоровая старость длится 11 лет. Дальше болезни и зависимость от системы здравоохранения, которая уже трещит по швам. Молодых мало, налогов меньше, а значит пенсии, медицина и социальные службы становятся роскошью. Если тренд не изменить, Италия рискует превратиться в страну, где долго живут только те, кто может себе это позволить. Остальным низкие пенсии, нервный доступ к медицине и одиночество. То, что сегодня называют успехом цивилизации, завтра может обернуться социальной бомбой замедленного действия. Долголетие – это радость только тогда, когда оно доступно всем, а не привилегия богатых. С 2017 года Италия живет по правилу «плати 200 тысяч евро в год и спи спокойно». Раньше было вообще 100 тысяч. Так работает режим единого налога для иностранцев. Никаких налогов на зарубежные доходы, активы и наследство. Хоть у тебя 20 миллионов в год, хоть 200. Сумма фиксированная. Результат предсказуем.
Милан и озеро Комо превращаются в глянцевый рай для миллиардеров. С 2017 года жилье в Милане подорожало почти на 50%, в то время как по остальной стране цены выросли всего на 10%. Виллы у Комо меньше 10 миллионов евро почти не найти, а в Тоскане и Умбрии скупают исторические дома под убежища. Среди новых соседей итальянцев Насеф Саврис, богатейший человек Египта, совладелец Астон Вилла, топ-менеджеры Goldman Sachs и целая армия богатых невидимок. Сторонники режима уверяют, богачи привозят с собой рабочие места, открывают бутики, инвестируют в бизнес-школы. Критики парируют. В бюджет такие гости приносят копейки, зато разрыв между Миланом для миллионеров и остальной Италией растет, а цены на жилье превращают жизнь простых людей в выживание. Пока Великобритания закручивает гайки, а Франция и Швейцария думают о налоге на богатство, Италия, наоборот, расстилает ковровую дорожку. Заплати фиксированно и забудь обо всем. Вопрос: это хитрый способ привлечь инвестиции или социальная мина замедленного действия? А теперь к нашей постоянной рубрике «Увлекательный алкоголизм». В Италии 46-летний сельхозработник решил пошутить по-крупному. После лишнего стакана он позвонил в службу 112 и выдал: «Приезжайте немедленно, или я убью свою жену». Карабинеры, но особенно учитывая последние все вот эти новости, разумеется, примчались на всех парах. Мигалки, сирены, готовность к худшему. Дверь выбили, а в квартире тишина. Жена спокойно сидит у телевизора, никакого ужаса, никакой драмы. Оказалось, весь триллер — это плод алкогольной фантазии мужа, которого супруга тщетно пыталась остановить. Но наш герой не растерялся и начал угрожать уже самим карабинерам. Результат очевиден. Вместо дивана и сна – обвинения в ложном вызове и сопротивлении полиции. Шутка вышла дорогой. Теперь мужику грозят реальные последствия. И это отличный урок. Экстренные службы вызывают не для пьяных розыгрышей. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Катания, Сицилия. Курорт, куда приезжают за морем и солнцем. Но для двух туристок из Венгрии отдых превратился в кошмар. Девушки приняли предложение подвезти их до отеля от двух мужчин. Вместо гостиницы фургон свернул за город, где начались угрозы, домогательства и насилие. Позже к нападавшим присоединился третий, который, по словам пострадавших, заставил их принять кокаин. Спасти их помогла находчивость одной из девушек. Она позвонила сестре, передав данные фургона и местоположение. Полиция перехватила машину в коммуне Патерно. Девушек доставили в больницу, троих мужчин задержали. Все обвиняемые нелегальные мигранты из Марокко, 21, 22 и 24 лет. Против них возбуждено дело об групповом изнасиловании, они уже в тюрьме Катания. История вызывает шок и закономерные вопросы, как люди, находящиеся в стране нелегально, спокойно разъезжают и совершают тяжкие преступления, и насколько Италия вообще способна сегодня гарантировать безопасность туристам и своим гражданам. Не меньше вопросов возникает к насильному приятию кокаина и вообще желанию девушек поехать с марокканцами на микроавтобусе. Болонья на ушах. Ресторанный менеджер Пьеро Помпили затронул святое и предложил ввести обязательные чаевые от 5 до 20% от суммы счета. Не поблагодарил, а автоматическая надбавка в чек. Аргумент Помпили жесткий. Официанты и повара вкалывают по 16 часов в день, получают копейки и не имеют надежную карьеру. Повысить зарплату, ладно. Астероид быстрее упадет на Землю, чем они станут новым Кракко, заявил он. Кракко — это звездный итальянский шеф-повар, у которого элитные рестораны в Милане. Идея, естественно, расколола страну. Одни говорят справедливо, люди должны зарабатывать больше. Другие, что это подмена понятий, работодатель снимает с себя ответственность, а оплатить должен клиент. В итоге чаевые рискуют превратиться не в дополнение к зарплате, а в ее замену. Сами работники ресторанов тоже не в восторге. Вместо легальных контрактов и повышения окладов их могут привязать к настроению гостей. И тогда каждый поход в ресторан будет превращаться в лотерею. Попадется щедрый клиент или нет. Проблема в том, что государство и бизнес кивают друг на друга, а люди на кухне и в зале продолжают работать на износ. Я в принципе понимаю все эти заведения. Во всей Европе туристов просто принято обдирать до нитки, за любой пук плати. А в Италии даже чаевые не принято давать. Что думаете вы? Пишите в комментариях.
В Риме стартовал проект, от которого у многих челюсть отвисла. Мэрия предлагает обычным семьям приютить у себя мигрантов, одиноких или с детьми. И не на пару недель, а на годы. Звучит благородно, но есть нюанс. Никакой компенсации за это не предусмотрено. Из бюджета выделяют почти 400 тысяч евро, но не принимающим семьям, а оператору, который будет искать добровольцев и организовывать процесс. А вот жилье, еда, коммуналка и бытовые расходы – все за счет тех, кто откликнется. По сути, поделись крышей и кошельком. Чиновники объясняют, компенсация не предусмотрена. То есть государство перекладывает социальную обязанность на плечи граждан, а сами граждане должны платить за свою доброту. И вот тут вопрос, готов ли обычный римлянин не просто открыть свои двери, но и содержать чужую семью за свой счет. Или благие намерения снова превращаются в социальный эксперимент за счет людей. Приютили бы вы у себя милую семью из Африки или нет? Пишите в комментариях. Новости из опасного мира фотографов и видеомейкеров. В Анании, провинции Фрозиноне, молодожены решили добавить романтики и устроили фотосессию на поле подсолнухов. Красиво? Да. Законно? Нет. Земля принадлежала 60-летнему фермеру, который приехал и потребовал гостей на выход. На словах не сошлись, и все быстро переросло в драку. Пострадали не только новобрачные, но и фотограф, которому, по его словам, пытались повредить оборудование. В итоге и молодожены, и фермер оказались в полиции. Первые пожаловались на агрессию, второй на нарушение частной собственности. Все участники получили легкие травмы и закончили праздник не банкетом, а в отделении неотложки. И теперь дело разбирают правоохранители, и, похоже, эти свадебные снимки станут самым дорогим и скандальным в их жизни воспоминанием. Как говорится, тамада хороший и конкурсы интересные. В галерее Орлер в Езуло тихий вечер превратился в кошмар для кураторов. Пятилетняя девочка из Польши, оставшаяся на минуту без присмотра родителей, решила, что белый холст Энрико Кастеллини идеально подходит для ее творчества. Чтобы дотянуться, она влезла на скульптуру «Золотая Афина» из чистого золота Карло Пекорелли. Скульптура треснула, а полотно оказалось испорчено. Ущерб около 230 тысяч евро. И это еще повезло. Рядом находилось произведение Альгьеро Боэти стоимостью 300 тысяч. Если бы ребенок дотянулся до него, ущерб был бы куда серьезнее. Семья и галерея договорились о компенсации. Сумму не раскрывают. Часть расходов покроет страховка, но восстановить подлинность работы Кастеллани уже не получится. Теперь руководство галереи обещает пересмотреть меры безопасности от контроля за детьми до защитных ограждений. Потому что современное искусство – это не игровая площадка. В Больцано громкий скандал. 60-летний финансовый консультант, которого десятилетиями считали надежным советником и почти членом семьи для клиентов, оказался в розыске. По версии следствия, он обманул десятки людей и присвоил около 20 миллионов евро. Схема выглядела классически. Безрисковые инвестиции, поддельные отчеты, фиктивные графики доходности. На деле деньги уходили на неизвестные счета, а вкладчикам оставались красивые бумажки. Первые подозрения появились, когда клиенты заметили странности в движении средств. Но к этому моменту консультант уже успел уволиться, выйти на пенсию и исчезнуть. Последний раз его видели еще в декабре 2024 года. Сейчас его ищут по всей Европе. По данным следствия, он мог подготовить побег заранее, вывести деньги за границу, использовать офшоры для маскировки следов. Вместе с ним, вероятно, скрылась и его спутница. Удар по доверию колоссальный. Разоблачение случилось не благодаря банкам или надзору, а из-за настороженности самих клиентов. Финансовая полиция и прокуратура Больцано расследуют дело, но эксперты уже предполагают, что большая часть денег могла быть утрачена навсегда. Мавроди давно нет, а его последователи и дело продолжает работать. У меня на сегодня все. С вами был Антон Гросс. До новых встреч. Пока.